Вітаю у своєму саду постійних та нових глядачів. Я Світлана. Пропоную продовжити подорож за часом у літо сезону 2024 года в мой сад. Посмотрим, что же там случилось дальше. Это вторая часть видео. Первую можно посмотреть по ссылке в описании под этим. Идемте, красота будет неимоверная. Прервала я прошлое видео по техническим причинам. Именно на этом месте. Нежданно-негаданно, вдогонку к поздним заморозкам майским, наступила несусветная жара. И вы видите, как вот эта гортензия Magical Sweet Summer очень некрасиво отцвела. Это штамп. Но штамп такой некрасивый, потому что одни побеги подмерзли и не распустились, или позже распустились, а другие стартанули, и она такая лохматая, некрасивая по сравнению со своей мамой. Вот этой гортензией она немножко меньше, но очень аккуратненькая. Видимо, от дома немножко ей тепло было, и она выглядит красивее. А это штамп гортензии Фантом на полянке возле дома. Все гортензии постепенно набирали цвет в этой аллее возле туй, колумна и дальше смарагда идут кусты, которым по 3-3,5 года. Постепенно распускались у меня лилии. Первые высокие, вот эти гибриды, они не пострадали от такой жары по причине того, что в начале июля было еще где-то 35, и лепестки у них плотные, не обгорели. А следующие лилии, которые позже распускались, пострадали. Сейчас я вам покажу. Вот так вот я укрывала агроволокном свои гортензии. Но хочу сразу сказать, это там эти крупнолистные укрывала гортензии. Хочу сказать, что помогало это мало. Ветер сдувал, если какими-то камешками или чем-то я пыталась зафиксировать, толку было мало. Хоть и тенек падал вторую половину дня, в общем, горело все. Вот эти лилии распустились. Это лилия Анастасия, такие красивые, свисающие. Видео по лилиям можно посмотреть. Есть у меня отдельное видео и по ранним, и по махровым лилиям. Сортов очень много, но цвели стремительно. Из-за того, что температура постоянно поднималась. Каждый день все больше и больше было. И я, честно вам признаюсь, даже толком цветения их и не замечала. Вот эти махровые лилии у меня сильнее пострадали. Они в самую жару цвели. Просто оплавлялись лепестки, несмотря на поливы, на мое усердие. Я особое усилие сделала на полив гортензий и роз, и особенно там с крупнолистными гортензиями. Играла в шахматы, переставляла их сейчас. Может быть, расскажу немножко вам про их цветение. А лилии как могли, так и цвели. Хочу сказать, красиво цвели, но могли бы показать и намного лучший результат. Вот эти пурпурные, особенно мне нравится сорт, который потеряла. А это азиатские лилии, Мапира, по-моему, такие склоняющиеся. Про лилии много рассказывать не буду. Это отдельная садовая история. Кому нравится, посмотрите. Есть по сортам там подписаны все лилии.
В общем, июль месяц постепенно двигался, нагнетал высокий градус, зацвели мои гладиолусы. Вот этот сорт, он такой салатовый. По видео видно желтизна, но он салатовым больше, а этот шоколадным оттенком. Камера немножко меняет цвет. Вот этот сорт очень высокие гладиолусы. Они были мне по плечу. Сортовые я купила только в этом году. А так у меня много бабушкиных гладиолусов. Всяких разных на рынке купила. Неожиданно зацвела магнолия Heaven's Scent. Это было 15 июля. 15 июля, видите, это первый раз она у меня зацвела. Такая лохматая, некрасивая, потому что я еще не формировала ее крону. Нижние ветви буду вырезать. Цветы такие были несуразные какие-то, их много было. Ну, в общем, не вовремя она расцвела, а розы продолжали радовать. Те сорта, у которых более плотные лепестки, стояли как ни в чем не бывало, а у кого более нежная структура лепесточка, те, конечно, обгорали. Полив только был у роз под корень. Трубки проложены капельного полива. Наступил август, жара продолжалась, дождей у нас не было, один раз только были дожди. Я как раз видео про крупнолистные гортензии снимала, и такой дождь, он, честно говоря, до земли не долетал, чуть-чуть намочил камешки мои, и все. Розы цвели, не болели, я вам хочу сказать, из-за того, что дождей не было, было сухо, розы цвели, плавились, но цвели. А это мои гортензии. Я хочу вам рассказать, как же я пыталась их спасти от такого градуса жары. Часто вы вопросы задавали. Гортензии очень любят полив. Ну, в этом году вы все знаете, по каким причинам у нас были перебои с водой. У всех, наверное, и у меня тоже. И мне приходилось поливать их даже по ночам. Когда появлялся свет, я ночами, помимо того, что включали мы капельный полив, ночью с Вадимом Петровичем бегали по саду, я еще дождевание. Не по соцветиям, а по листьям. По соцветиям не надо, потому что они будут тяжелые такие. Ну, в общем, как могла, я спасала свои цветы. Рододендроны дождевала, крупнолистные гортензии, метельчатые только по листу. Пыталась еще и хвойные успеть, конечно, но у меня получалось не очень. Но результат, хочу сказать, плюс 43 градуса, вот так вот гортензии выглядели в самую жару, я считаю неплохой. Вот это гортензия Diamond Rouge. В начале августа она, видите, только белым-белым зацвела. Цвет соцветия меняет только при перепадах, то есть ночью стал градус больше разницы между днем и ночью. И соцветия понемножку стали розоветь постепенно. В шоковом состоянии все находились плюс 40, а ночью было где-то плюс 25. Вот представьте, 15 градусов, перепад такой. А это мой пинисетум. Пинисетуму все нипочем. Я не знаю, наверное, злаковый. У меня больше никаких злаковых не растет. Все нипочем. Ни один листик у них не засох. По всему саду шланги лежат, вон рододендроны укрыты у меня от солнышка, но в то же время не хотела их совсем я закрывать, чтобы немножко они адаптировались к погоде. А вот этот тот дождик один, когда я вам снимала видео про крупнолистные гортензии, немножко, видите, намочил так и дорожку, и гортензии полила. Вот это я бегала, то выставляла их сюда, когда чуть-чуть дождик был, то заносила в тенек. Цвели крупнолистные гортензии с небольшим успехом, но хочу сказать, что у меня все получилось их спасти.
Я закрывала их, как я вам рассказывала, агроволокном и ставила в дальний угол на террасу туда, чтобы на них прямое солнце вообще не попадало. Дождевание пару раз делала в день, поливала каждый день, но тут надо, знаете, что палку не перегнуть. Самая большая проблема у них, можно поливать, да и переполивать, потому что могут загнить корни. У меня одна гортензия, несмотря на все мои усилия, и листья повисли, и соцветия. И я уже не знала, что с ней делать. Я вам рассказывала, как я ее спасла. У меня все гортензии крупнолистные, ни много ни мало, около 20 новых, все выжили, все остались живы. Кого я в открытый грунт быстро-быстро пересадила, соцветия срезала. Ну, в общем, там такие меры реанимации были. Но мне было принципиально, как это так мои гортензии вдруг из этой жары могут погибнуть. Нет, такого не будет. И я прямо собой горда. У меня все получилось. Все остались живы, все здоровы. Вот такая уже ванила фрейс, розовеющая, красивая. 2 куста, с другой стороны неаккуратно связан куст. На следующий год, кстати, я хочу немножко уделить время именно подвязке. Полярный медведь стоит отлично. И вот только дождь берет, потому что у него такие большие, крупные соцветия, они как губка намокают и падают. А когда дождя нету, вот стояли, я и вообще не думала, как их подвязывать, не подвязывать. Не было, в общем, или композитную арматуру одну ставила, этого было достаточно. Постепенно Diamond Rouge мой такой стал. Он дальше такой красивый. Сорт, в общем, пересадила я в другое место. Очень удачное. И понравилось ему тут. Кстати, скоро сделаю видео новое. Квест по гортензиям. Будем угадывать еще сорта. Интересное будет видео. Смотрю, вам такие темы понравились. Это Lime Light. Немножко розовинка, я бы сказала, у него. Такой он, видите, молочного цвета и чуть-чуть с розовинкой. И тоже огромный куст. Я там с нормированием побегов как-то не угадала или забыла, или времени не хватило. И Limelight просто шар огромный был. И тоже стоял неподвязанный. Там композитные арматуры держали. Ну, а вот это прямо моя любимица гортензия, вы ее знаете. Это Фрейс Мельба. Она самая первая начинает такие малиновые, пурпурные уходить расцветки. И хочу сказать, что она самая выносливая вот к такой температуре оказалась. На удивление. У нее, может быть, единичные цветочки подсохли, а так все гроздья вот эти огромные были, видите, в отличном, я бы сказала, состоянии. Не укрывала я ее. Первый куст штамп у меня высокий. У меня уже и второй куст. Видите, вот эти ветки, как раз они нарастали. Они даже зацвели у меня в октябре. И из них будет второй штамп. Я вам это рассказывала все. В общем, постепенно начался сентябрь. Немножко стало прохладней. Совсем чуть-чуть. Розы кто хотел цвел, кто хотел не цвел. Я их уже, знаете, и не стимулировала к большому цветению. После таких стрессовых ситуаций, как в этом сезоне, розы, спасибо, хоть вообще какое-то цветение показали. Стрелки не трогала, не обрезала у них. Не стимулировала удобрениями. Плантофолом, вот второе цветение, я уже не брызгала. Мне спасибо, что они живы остались в такой ситуации. Газон частями выгорел, видите, полив. Тоже, кстати, мы еще и газон пытались поливать. Собакам жарко вон в мае. Немножко в сентябре уже, конечно, было меньше. Хочу сказать, что и осень в этом году у нас была почти без дождей. Вот это поймала момент, видите, на розах капельки. Но это где-то после 20 сентября уже
дождик один промелькнул, и такие дожди, что на сантиметр только капельки проникали в почву. Новые растения стала в сад покупать. Вот это кипарисовик тупой. Такой интересный, как веревочки скрученные у него, вот эти хвоинки его. Пузыреплодник сформировала, сильно-сильно обрезала и стянула крону, потому что немножко я рано отпустила его в свободное плавание, и он такой распался у меня зонт. Вот молодые формирую, уже покажу вам весной, что мы будем делать дальше, чтобы они так не разваливались. А это маленькая фрейс Мельба, гортензии, которые растут у меня возле теплицы. Я отсюда вот эту именно и еще там несколько штук отсадила. Помните аллею возле стоянки? Собрала по саду все фрейс Мельба. Сделала такую небольшую ревизию. И у меня оказалось вот такие шикарные полярные медведи. Понарастали. За лето бегала с этим поливом, я сад и не видела. Хоть бы успеть все спасти. А вот в сентябре уже так осознанно прошла, посмотрела и была приятно удивлена. Все живо и здорово. Вот смотрите, какая Diamond Rouge. Просто великолепная гортензия. Она среднего роста такая. Более темные это соцветия, что раньше расцвели. Вот это, которые меняют окраску, более поздние. Большие такие у нее цветы, стерильные, фертильные, не сильно плотное соцветие. Фрейс Мельба уже более винных оттенков. Белое соцветие – это то, которое опоздало, которое позже. И смотрите, как крепко он, как антенна, качается на ветру, держит гортензия себя сама. Они там и цветут, вон видно немножко, да? Они зацвели вот в конце сентября у меня. И к октябрю поменяли цвет только, потому что я помню, в октябре эта гортензия, большие соцветия, длинные, поменяли цвет. А это гортензия Фантом, у которой в этом году 50 сантиметров, 49, по-моему, я мерила. Огроменное просто было соцветие. Эта зона сада расцвела роза. Смотрите, какого она стала размера. Вот буквально я вам в июле ее показывала, какая она была выше колена. А тут она выше моего роста. У меня есть обзор этой розы. Чудесная просто роза. Ну, большая, неожиданно большая. Видимо, в сентябре они встрепенулись, им понравилась погода и как расцвели. Вот именно мадемуазель Миян в этом году сильно росла. В прошлом году она такая не была у меня. Цвет мне нравится такой кораллово-розово-лососевый. Наступил октябрь. Постепенно я там занялась высадкой тюльпанов своих, рассказывала вам и показывала. Это продолжают гортензии в этом же месте, где роза мадемуазель Миян. Это опять один кустик у меня нашелся, гортензия Фрейс Мельба. А вот эта гортензия, я не знаю, вы ее узнаете, не узнаете. Это гортензия Sunday Фрейс. Я про этот сорт вам не рассказывала, потому что я ее и не видела. Но она чудесная. Это как младшая дочка гортензии Vanilla Фрейс. Низкорослый сорт такой, но он у меня цвет не совсем поменял. Она должна быть розовее. В этом году посмотрю за ней внимательней. За Sunday Фрейс. Это опять гортензия Diamond Rouge. Вообще осень была чудесная на гортензии. Вот такое соцветие какое-то. Вспомнила, что ему надо расцвести в конце октября уже. Некоторые гортензии сильно поменяли цвет, а некоторые решили цвести. Вот видите, два соцветия у Фрейс Мельба. Решили, надо
ухватить свое время, пока погода позволяет. Это роза Джолита. Этот цветок, вот про этот сорт я вам рассказывала, держит около месяца. Вот он как немножко раскрывается больше и около месяца, и вообще не опадает. Это сорт какой-то шедевральный. Это Джолита, она меня, конечно, долготой цветения поразила. Хвойные свои я немножко пристригла, чтобы на зиму не поразваливались. И хочу сказать, что помогло. Вот был снег, и у меня только ивоны. Ивоны только попадали вот сюда на дорожку. А остальные хорошо себя чувствуют. Это Silver Dollar гортензия. А вот такой красивый Дёрин Кауза Сатоми. У него листики, видите, выгнутые. Они не потому, что какие-то проблемы с деревом, а они вот такие именно по своей форме выгнутые. И темнеют в черноту, а потом опадают. Это опять Sunday Phrase гортензия. Видите, какие-то соцветия белые, какие-то уже поменяли цвет. Но она должна быть розовая, как и Vanilla Phrase. Подгорела немножко. Видимо, тут ей меньше воды доставалось. Но хочу, как я вам еще раз и говорила, похвалить свой сад. Он вместе со мной сражался в этом сезоне и за воду, и за солнце, и за хорошую погоду. Ну, постепенно, конечно, осень вступала в свои права. Лиственница поменяла цвет, мы ее на арке формируем. Собаки хоть стали гулять на улице, когда жара такая была, они на холодном полу у нас на керамограните лежали целыми днями, так животом на холодный керамогранит, им тоже бедным так жарко было. Кондиционера у нас нету, и мы спасались как могли. В ноябре уже первые заморозки показались. Вот он, Дёрин Кауза Сатоми, какой прямо с чернотой такие красные листья. Гортензии уже некоторые позасыхали. Ну, в ноябре-то и понятно, уже надо менять свои цвета. Уже, да, засохшие гортензии. Я вовсю стригла хвойные, но все равно все не подстригла. На солнышке Кауза Сатоми листики аж светятся. Первые заморозки на барбарисах. Красиво, как кисточкой разрисованные листики. Про барбарисы тоже есть видео. Можно посмотреть. Особенно красивые барбарисы, которые высажены на солнышке. В тенистых местах краснота их не так видна. Не так отчетливо видна. Гортензии уже обрезаны, опоры вон стоят. Вы спрашивали за опоры. Покажу вам уже в начале сезона, когда буду формировать. Красиво смотрятся заморозки на пенисетуме, на его кисточках. Каждая вот эта иголочка такая, как снег. Окунули ее, и она замерзла. Мои пирамидалисы. Они сейчас уже цвет поменяли. Хвоинки обмерзли, они такого кирпичного цвета стали. Ну, а это клумба, где цвела лаванда. Вот так она подстрижена. И вот как выглядят Diamond Rouge гортензия. Я пионы свои все золой присыпала, уже работы осенние стала проводить. Так интересно смотреть, как постепенно сад меняется. Это новые высаженные пионы. Хочется уже быстрее, чтобы наступил май, и они расцвели. Новые сорта там себе прикупила, какие успела. Хупси наросла в этом году, такая пушистенькая, большая стала.
Ну, в общем, осень постепенно подходила к концу. Ноябрь порадовал нас неожиданным и довольно ранним снегом, я бы сказала. Случился снег 21 ноября, раньше, чем в прошлом году. Сейчас увидим. Вот буквально вот такая погода была. 2 дня пасмурно, и вот вам это же место, смотрите, засыпано снегом. Хорошо я успела снять, когда солнышко было, это место. Снег прямо мокрый, тяжелый такой был. Розы я... Вот сегодня какое число? 28 ноября. Я еще не доукрывала 10 плетистых роз. Просто морозы такие, и агроволокно такое дубовое, его не развернешь, не повернешь. Все жду, когда чуть-чуть потеплеет. Ну, как сказочная зима началась, просто очень быстро и рано. Долго было так тепло. И я все постепенно, все свои работы делала. Наступила зима. Вот такой он получился. Сезон 2024. Сложный, но очень интересный. И хочу сказать вам, запоминающийся. Такого еще у меня не было. Экстремального. Но самое главное не это. Самое главное, что я научилась спасать и гортензии, и розы, и лилии от такой сильной жары. Раньше я бы, наверное, вообще не знала. Опустила бы руки и сдалась бы. Поздние заморозки весенние, нашествие долгоносика розы мне все поел. В общем, приключений в этом году было, но я знаю, что я справлюсь. И все поправимо. Я очень жду новый 2025 год и жду свою 6-ю весну в саду. До встречи. Встретимся через несколько дней.